Приветствую себя на канале кофемашина DeLonghi Magnifica. Это видео будет полезно многим владельцам DeLonghi ESAM. В чем проблема с аппаратом? Аппарат во время работы выжал заварочный узел в самый верх, дошел до микрика и перестал работать. Теперь при включении аппарата, когда мы включаем его, у нас световая индикация показывает, напряжение на него пришло. Когда мы его пытаемся включить, у нас поочередно меняются индикаторы свечения, скажем, светодиодов, и он не подает никаких признаков. Можно его включать, выключать, но в принципе ничего не получается. Довольно-таки иногда встречающаяся ошибка у этих аппаратов. В данном случае он заклинил в самом верхнем положении, но иногда отрабатывает по нижнему положению. Он уходит в самый низ, заклинивает, и вы не можете вытащить контейнер для отходов. В данном случае решим проблему довольно-таки простым способом. Вытаскиваем поддон для отходов, считаем примерно до 10. Надо там определенное время для того, чтобы он перезагрузился. Примерно 10 секунд отсчитали, вставили, закрыли и зажимаем вот эти две кнопки. Аппарат вышел на свое, скажем, нижнее положение и начинает разогреваться. Видим, индикаторы греются, аппарат выходит на режим. Сейчас он перезапустится, выйдет на рабочий режим, и я покажу, как решить вопрос, если у вас запустился заварочный узел в самый низ, заклинил, и вы не можете достать этот поддон нижний. 2 секунды, не переключайтесь. Все, аппарат полностью готов к работе. Заварочный узел у нас, скажем так, в рабочем состоянии в режиме ожидания намолотого кофе, либо зерен. Аппарат просит выполнить декальцинацию. Это я выполню. Снимать это не буду, поскольку у меня видео на эту тему было. Я в конце сейчас ролика привяжу отсылку к прошлому видео по удалению накипи на подобных аппаратах. И давайте сейчас, что делать, если у вас заварочный узел заклинил в самом низу. Я выключаю аппарат, зажимаю вот эти две кнопки, входим в тестовый режим, и теперь нажатием клавиши либо этой мы можем в нужное положение отработать заварочным узлом. Понятно, да? Вот у нас стоит в этом положении. Вот мы его переместили. Нажимаем на эту кнопку. Опять переместили. Я на этом с вами прощаюсь. Если вам было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Удачи вам. До свидания.